Здравствуйте. Давненько мы не обращались к нашим доморощенным отечественным исполнителям. И дело вот в чем. Иногда мы смотрим за океан, в огромные дали, и не без основания, в поисках чего-то хорошего. Сейчас речь идет о музыкальном материале. Но бывают случаи, когда вот оно, не знаю, насколько хорошее, но то, что неожиданное, интересное. Где-то даже шокирующее, находится рядом свое. Но, как говорится, вовремя не зашло, а потом и не вышло. Сегодня речь пойдет о легендарной группе Иванов Даун. Слово «даун», конечно, у многих вызывает своеобразные ассоциации, но здесь это вполне обоснуемо. Потому что даже название группы Иванов Даун, иногда ее говорят Иванов Даун, Иванов Даун. На фестивале «Индюки» ее представили в Москве как Иванов Даун. В общем, речь не об этом, а о том, что это фактически чуть ли не первые представители нойз звукового шумового рока на отечественной сцене. Группа зародилась в конце 80-х годов в городе Киев. Вы можете задать вопрос, откуда у ребят такое непонятное увлечение, как нойз-рок? Потому что, в принципе, те поколения людей, наше поколение, воспитывались на классической музыке. Битлз, Роллинг Стоунс, Deep Purple, Led Zeppelin, Хендрикс и все иже с ними. Но тут вот получается интересный казус. Лидер группы Алексей Дегтярь по прозвищу Макет, с детства, а рожден он был в 1966 году, подавал надежды как музыкант-баянист. В общем-то, в советской системе обучаться-то особо было нечему. Скрипка, пианино, баян. Научили крепко, здорово и, как говорится, на века. Отец Дегтяря, военный человек, прапорщик. Родился Леша в городе Саратов, а потом отец переехал с семьей в Киев. В Киеве и произошло становление Дегтяря как музыканта. Он шел по своему классу баян дальше, даже закончил музыкальный институт имени Глиера в Киеве. То есть это человек с музыкальным образованием, что для групп стиля нойз и шумовой атаки не есть редкость, как это ни странно. Давайте еще разберемся вот в таком моменте. Что есть нойз вообще музыка? Нойз это звук. Дословно. Так вот, нойз-музыка это обычно для неискушенного слушателя какофония, набор звуков. Непонятная. Есть, конечно, корни этой музыки в авангардных произведениях, так называемых классической музыки. Достаточно вспомнить, например, некоторые композиции Шнитке, которые, в общем-то, для неподготовленного слушателя слушать невозможно. Того же Геннадия Айги, композиторов, которые, в общем-то, классические, основательные музыканты, но занимались тоже экспериментами. По поводу экспериментов у нас есть ролик «Существует ли андеграунд?», и мы там об этом немножко говорили. Но я повторюсь, что, в общем-то, на Западе так называемые независимые independent это такие группы, которые были подписаны на маленькие фирмы грамзаписи, у которых маленький бюджет, дистрибьюция слабоватая, то есть фактически они находятся на уровне выживания. За счет чего они существуют? За счет энтузиазма, раз. И второе, многие крупные фирмы грамзаписи посчитали, и это было правильно, что наличие маленьких независимых фирм очень удобно для них. Почему? Потому что для некоторых групп это является хорошей стартовой площадкой. И по мере их продвижения крупные фирмы смотрят на их развитие. Потом, если они видят всплеск интереса к творчеству, просто происходит
покупка контракта. И фактически крупная фирма грамзаписи бережет свой бюджет, сохраняет деньги и подписывает очень хороших музыкантов. Примеров тому тьма. Самый замечательный пример из последнего времени, относительно последнего, это группа Nirvana, которая раньше была на Саб-попе, потом ушла на Монстра. И все. И другие пошли совсем разговоры. И все остались, как говорится, в шоколаде. У нас же в Советском Союзе была система, конечно, несколько другая. Вообще ее не было. Была фирма грамзаписи «Мелодия», конечно, выпускала титульных артистов типа Зыкиной, Кобзона, Песняры, Верасы и т.д. и т.п. То есть все было четко идеологизировано, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Конечно, были иногда прорывы, как, например, пластинка группы Юрахип «Innocent Victim». Каким-то там рожным она вышла, непонятным, и то купированное, или Манфред Мэн. То есть были некоторые прорывы. Но в основном, конечно, это все находилось в зачаточном состоянии. Я имею в виду записи и все остальное. То есть идеологически рок был нам чужд. Но Алексей Дегтярь не из той категории людей, которые отступают перед трудностями. Он с детства интересовался всякими еще техническими штуками. То есть его интересовало, как можно с помощью технических средств улучшить тот или иной звуковой эффект, или его наоборот исказить, или добиться чего-то неожиданного. То есть это, знаете, вот такой музыкант-инноватор, это вообще-то достаточная редкость. Обычно люди пользуются уже чем-то готовым. Ну вот, дело оставалось за малым. Гастроли легендарных американцев, представителей нойз-рока, в том числе альтернативщиков Sonic Youth в Советском Союзе в 1989 году, которые посетили, отыграли в 4 городах: Вильнюс, Санкт-Петербург, Ленинград, и Москва, и Киев в том числе, оставили неизгладимый след у слушателей. Я об этом уже говорил, мы на своем сайте об этом писали даже, у нас есть на сайте статья об этом, о Sonic Youth, когда, в общем-то, люди просто покидали зал после неожиданных, страшнейших гитарных запилов, шумовой атаки. Вот этим-то всегда отличалась наша герой сегодняшний, Иванов Даун. Дегтярь, конечно, очень любит творчество Джимми Хендрикса. Это для него, наверное, неким образом путеводная звезда. Но он с неудовольствием вспоминает свои первые музыкальные потоки, когда группа шла, ну скажем так, наверное, немножко в сторону легендарных британцев King Crimson. Представителей арт-рока, которые, в общем-то, во главе с Робертом Фрипом всегда, даже среди арт-роковых групп, выделялись своей, давайте скажем так, музыкальной подачей, некой вычурностью и интеллектуальностью. Так вот, чтобы вы сразу понимали, русский рок славится своей смысловой нагрузкой, то бишь текстами песен. В данном случае Иванов Даун никаких текстов нету. У них был свой собственный музыкальный словесный язык, такой, знаете, дауновский, там смесь какого-то дадаизма, обрывков английских фраз, чего-то там навороченного. И это фактически это был некий такой вскрик во время исполнения песен. Ну, слушалось это очень замечательно. Я вам скажу, что группа очень покатила. В Киеве провели фестиваль под названием «Елки-палки» в 1990 году. Группу заметили. И в 1991 году ее пригласили на знаковый для того времени фестиваль в Москву «Индюки». Так вот, на «Индюках» группа просто порвала московский музыкальный бомонд. Потому что такого Москва еще не видела. Она, в общем-то, всегда считала законодательным мод. Потому что известный критик, впоследствии стал очень известным, Андрей Бухарин, вспоминал, что было такое впечатление, что на сцену вышла западная группа. Абсолютно хорошо, такая, знаете, очень интереснейшая подача, звуковая атака. Слава богу, это все сохранилось в архивах. На ютубе выступление группы Иванов Даун на «Индюках» есть. Обратите на него внимание. Апрель 1991 года.
действительно сильнейшие, и Дегтярь там демонстрирует все свои выкрутасы. Играет на гитаре всякими возможными подручными средствами, устраивает страшнейшую звуковую атаку и все остальное. Но вы понимаете, тут еще один интересный момент. Группа эта опередила свое время лет на 20. Поэтому фактически это был несвоевременный звуковой шторм. Надо отдать должное ихнему директору и продюсеру на тот момент Сергею Девяткину, который приложил максимум усилий, изыскал средства, и в Киевском доме ученых они записали эпохальную пластинку в 1991 году, которая, в общем-то, зашла очень хорошо, особенно на Западе, для искушенной публики. Называется она Best Urban Technological Noises. В общем-то, лучший, наверное, такой звук на тот момент из альтернативщиков был. И я вам скажу, что киевская сцена независимой музыки тогда была одной из самых сильнейших. Помимо Ивана Дауна там были Работа Хо, Коллежский асессор. Очень интересные группы. Очень. Вы можете задать вопрос, а куда же они в принципе делись? А вы знаете, вы вспомните, начало 90-х годов была тотальная неурядица. Быт все сожрал, но группа, кстати, успела побывать на гастролях в Польше, в Гданьске они играли, в Германии, в Потсдаме, где встретились, например, с группой Die Haut, это известнейшие тоже немецкие альтернативщики. Прокатились по некоторым локальным фестивалям, ну и надо сказать все. Остались некоторые клипы, конечно, все это сейчас присутствует, и до сих пор в группе есть некоторый интерес, но в основном на Западе. Недавно сняли о них короткометражный фильм документальный, он есть на YouTube для голландцев, которые, в общем-то, в Голландии очень развита альтернативная независимая сцена, и они любят изыскивать неожиданных исполнителей на всех континентах. Вот из Украины они вот нашли, им порекомендовали Ивана Даун. Мы тоже присоединяемся к этому небольшому хору и скажем вам так, что у группы были попытки, в 2012 году они соединились, выступили на биеннале в Киеве, Мистецкий арсенал. В общем-то, но это уже был, конечно, не тот Иванов Даун. Дегтярь увлекся электроникой сильно, это, конечно, была не та подача, не было той уже лютой злости, гитарной атаки, которым она всегда славилась, эта группа. Поэтому все-таки давайте не только на западных монстров музыки смотреть, но и по сторонам ближе озираться, потому что у нас тоже есть очень хорошие, качественные исполнители. Дело в том, что, опять же повторюсь, сцена, публика, общество на тот момент было не готово воспринимать такую музыку. Да и сейчас не особо. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго.